Здравствуйте, дорогие мои! Вот сегодня я уже почти заканчиваю блузку и хочу вам показать, как я шью сеточку на вот этом вот изделии. Вот смотрите, у меня уже сеточка готова практически везде, да, это полочка, вот это вот спиночка, да, уже все отшито, все у нас красивенько. Вот такой вот узор получается, много сеточки. Могу даже немножечко показать, вот с лица чуть-чуть отпорола, посмотреть, какая она вот с лицевой части будет. Ну, в общем, мне нравится. Итак, я хочу с вами поделиться опытом шитья сетки немножечко другим способом. Вот у меня остался маленький кусочек, вот здесь вот его нужно зашить. Давайте посмотрим, как я это буду делать. Я использую планшет. Да? Все помнят, планшет это деревяшка, поролон и трикотажная ткань. Все, изготовить легко и просто. Размер планшета приблизительно 25 на 28 сантиметров. Толщина поролона 4-5 сантиметров. Для того, чтобы закрепить участок на планшете, планшет нужно поместить внутрь под изделие, да? Разместить необходимый для шитья участок и закрепить его булавками. Вот у меня остался вот такой вот участочек. Я его размещаю, используя обычные портновские булавочки. Закрепляем элементы. Элементы у нас приметанные, пришитые несколькими стежками. Но этого недостаточно. Нужно еще закрепить булавками для надежности. То есть сначала закрепляете, натягивая все очень аккуратно и равномерно. То есть вот так вот натянули, растянули, зафиксируйте по краям несколькими булавками. Вот так вот равномерно натянули, зафиксировали. И обкалываете, равномерно натягивая все изделие. Для того, чтобы сеточка не деформировалась, этап этот нужно делать очень тщательно и очень аккуратно. Вот смотрите. Вы закроете периметр. А теперь нужно каждую деталь густо вколоть булавочки. Вот смотрите. Поправляете так, чтобы она красиво лежала. И обязательно через маленькие промежутки деталь нужно зафиксировать. Очень-очень аккуратно фиксируйте деталь. Все детали у нас расположены лицом вниз. Лицом вниз. И мы с вами шьем сеточку, работаем по изнаночной стороне. Это изнаночная сторона изделия. Все элементы лицом вниз. Смотрите, очень-очень аккуратно вот так вот поправляете каждый элемент, придаете ему правильную форму, как он должен быть расположен. У меня вот здесь прострочена линия, вот бежевая, если вам видно, это линия середины изделия. И вот если у меня изделие симметричное, я вот располагаю элемент так, чтобы середина элемента была посередке. Вот видите, чтобы элемент был относительно середины расположен правильно и красиво. То есть я эту линию специально прострочила для того, чтобы ориентироваться относительно симметрии своего изделия. И красиво закалываете все. Вот каждый сантиметрик, буквально каждый сантиметр нужно зафиксировать. Смотрите, вот так. Итак, смотрите, вот я зафиксировала по периметру те элементы, на которых будет шиться сеточка. Сегодня я вам покажу, как шить сеточку, немножечко отличающуюся от тех, которые я делала в предыдущих изделиях.
Для шитья этой сеточки я использовала обычные нитки для швейной машинки. Это вот если понятно, что тут написано 40 дубль 2. Да, это, я так понимаю, толщина нитки вот такая указана. Э, Проще говоря, сороковка, да, номер 40. Это обычная нитка для швейной машинки полиэстровая. Она очень тонкая, очень тонкая. Поэтому я уже опытным путем я для себя определила количество ниток в сложении. Я складываю в 3 нитки. Вот я складываю в 3 нитки, заправляю в иголку и оставляю нитку вот так вот в 3. Вот здесь вот в иголку продето 3 нитки. Теперь нам нужно что сделать? Чтобы шить сеточку, нужно закрепить. Значит, нужно определить, от какого места будет идти работа, и закрепить нитку. Нитку закрепляем как обычно, да? Нитку нужно протянуть под элементы, под нитки элемента. Несколько вот стежков делаете, подцепляете нитки, чтобы у нас не было никаких узелков. Мы просто протягиваем нитку под элементы. Вот так вот подтянули. Теперь нужно, вот смотрите, назад сделать шаг и протянуть дальше. Вот сейчас я использую вот этот вот прием. У меня вот здесь вот два элемента, они сшиты между собой. И я сейчас использую вот эту вот часть работы для того, чтобы сшить вот эти два элемента. Вот несколькими стежками я прихвачу вот эти два элемента. Вот, разместить их вот так. И сшить несколькими элементами, несколькими стежками. Вот. Несколько стежков. Так, несколько стежков. И теперь давайте выведем нитку уже для работы. Поворачивайте планшет так, как вам удобно. И выводите нитку под нитками элементов на начальный этап работы. Выводим. Смотрите. Теперь сначала я буду создавать скелетные, так сказать, скелетные нитки, скелет будущей сеточки, основу будущей сеточки, да. Вот смотрите, я прокладываю длинные стежки. Вот в этом пространстве я буду прокладывать длинный стежок, вот такой вот длинный. Закрепляем стежок под несколько ниточек. Обязательно цепляйте под несколько ниточек, чтобы одна ниточка не выдергивалась. Зацепили. Теперь смотрите, эту сеточку я делаю обвитие вот этих вот свободных нитей немножечко по-другому. Поверните работу так, я для правши объясняю, чтобы рабочая нить иголки была в правой руке, а вот эта нитка, которую мы будем обшивать сейчас витками, была под левую руку. Берите левой рукой вот эту вот нитку и аккуратно ее подтягивайте сколько нужно, да, чтобы натяжение вот этой нити было необходимым, чтобы сеточка красиво лежала. Придерживайте левой рукой вот эту вот нитку. Правой рукой иголку заводите под вот эту нить. Под вот эту нить. А левой рукой заводите нить под иголку. И у вас должна получиться вот такая вот петля. Протягиваете нить, петельку вот эту, пальчиком средненьким придавливаете вот это место и дотягиваете нить до конца. Это для того, чтобы зафиксировать. Придерживайте пальцем. У вас образовалась петля. Следующую петлю делаем точно так же. Левой рукой держим нить, правой под иголку, под нитку, левой под иголку нить. Нить протягиваем,
аккуратно протягиваем. Здесь уже можно не держать. Вы уже первым стежком закрепили, поэтому второй узелок затягивается уже не обязательно пальчиком придерживать. Точно так же. Смотрите, сюда и протягиваем. Эта сеточка получается очень нежная и очень такая вот, знаете, приятная на ощупь, потому что ниточка достаточно тонкая, и поэтому получается очень тонкая сетка. Вот я сделала несколько стежков, несколько вдоль вот этого стежка. Теперь я дальше продолжаю создавать скелет основы нашей сеточки. Вот это вот, видите, хвостик остался от закрепления, его можно обрезать. Так, убрали. Смотрите, формировать ячейки сеточки можете как вам будет угодно, да, то есть рисунок сетки у нас произвольный, точно так же. Вот, сделали стежок, да, сделали стежок, поворачиваем планшет так, как нам удобно держать, да, вот линия шитья. И опять же левой рукой подтягиваем ниточку. Левой рукой подтягиваем, держим ниточку. Правой рукой иголкой под нитку. Левой рукой нитку под иголку. Протянули. И смотрите, перехватывайте пальцем, придерживайте и дотягивайте до конца. Да, чтобы у вас вот это вот натяжение вот этой нитки не ослабло. Придерживайте пальцем первый стежок. Следующий стежок уже можете затягивать, не придерживая пальчиком. Все, делаем несколько стежков. Смотрите, делаем несколько стежков. Это тоже довольно-таки нетрудно. Не намного труднее, чем та сеточка, которую я раньше делала. И вот смотрите, сделали несколько стежков. Нужно создать следующий стежок. Поворачиваем. Поворачиваем туда, куда нужно. И вводим иголку под несколько петель. Вводим. Закрепляем. Поворачиваем так, как удобно, да, линия вот так вот должна лежать у вас под левую руку. И снова делаем несколько стежков. Несколько стежков. Первый придерживайте пальчиком, следующие уже закрепленные можете не придерживать. Ниточка очень тонкая. Я попробую для вас максимально увеличить, максимально приблизить, чтобы посмотреть, как это делать, как обвивать. Да, делаем левой ручкой, держим, правой подводим иголку, нитку под иголку и протягиваем стежок. И смотрите, вот так вот петелька затягивается. Но ниточка достаточно тонкая, я не знаю, насколько подробно видно. Поэтому я для вас приготовила образец из очень толстой нитки. Просто образец для того, чтобы вы посмотрели, как образовывается петля в этой сеточке. Смотрите, левой рукой держим. Вот она, левая рука моя. Правая рука с иголкой. Иголку заводим под нитку. Нитку левой рукой под иголку. Вот смотрите, вот такое получается, да. Протягиваем нитку. И затягиваем узелок. Вот так вот затягивается узелок на этой сеточке. Вот, смотрите, подтягивается вот такой вот узелочек. И получается ряд вот таких вот узелков, как бы с прикрепом. Смотрите, давайте еще раз. Иголку под нитку, нитку под иголку. Протягиваем. И мягко подтягиваем к предыдущему завитку. И должна получаться вот такая вот брида обвитая. Для правшей я объясняю и показываю. Надеюсь, в этом примере достаточно крупно и видно, как образовывается петля. Вот таким образом образовываются петли в этой сеточке. Вот. Вот смотрите, видите, вот образовывается вот таким образом вот такие вот ряд петелек.
Итак, возвращаемся к работе с кружевом. Надеюсь, на примере я вам как бы достаточно наглядно показала. А на кружеве это все более тонкая работа, более, скажем так, тщательная. И все равно нужно вот каждый раз вот прикрепили ниточку, подтянули и начинаете ее подтягивать, и начинаете ее обвивать вот такими вот способом. Рисунок создания сеточки точно такой же. Сначала мы создаем большие скелетные стежки. Вот так вот обшиваете и создаете большие скелетные стежки. Работу приходится все время поворачивать. Для того, чтобы работать было комфортно, планшет все время приходится поворачивать по направлению шитья стежка. Да? И из-за этого у меня предыдущий планшет был намного крупнее. Ну, не намного, но немножко крупнее. Поэтому для этой работы я сделала планшет чуть поменьше. Да? Сделали стежок, повернули и делаем несколько стежков для обвития вот этого стежка. Ну, да, немножечко вот по-другому происходит обвитие. Но принцип создания сеточки точно такой же. Вот смотрите, такой же принцип создания. Сделали несколько стежков, прикрепились к следующему месту сеточки. Прикрепились, повернули так, чтобы удобно было. Снова шьем, обвиваем нашу сеточку, наши ниточки. Вот так вот. Дальше вот я, наверное, тоже вот эту часть тоже сошью сейчас, потому что мне надо, чтобы они соединились между собой. И вот эту часть я сейчас сошью, как раз используя заход вот в это место. Сошью вот эту вот две вот этих детальки. Вот так, детальки у нас сшиты. Так, теперь возвращаемся к обвитию стежка. Так, вот видите, просто в этом месте я вот соединила несколькими стежками две полосочки. Теперь несколько виточков, несколько витков, 1, 2. Ну, я считаю обычно 3, 4, 5, в зависимости от того, какой там величины мне нужна брида. Ой-ой-ой. Здесь, наверное, побольше сделаю. Вот так вот, подлиннее. Вот смотрите, сейчас я вам покажу, допустим, то, что у меня получилось. Вот видите, как бы немножечко не подтянула, и брида как бы болтается туда-сюда. На самом деле ничего страшного нету. Это натяжение, оно регулируется в процессе создания других ячеек. Вот смотрите, сейчас я эту нитку подтягиваю к этой стороне, делаю несколько витков. Вот смотрите, 1, маленькое расстояние такое, поэтому старайтесь аккуратненько попадать под ниточку. Вот смотрите, несколько витков по этой нитке. Вот. И теперь несколько витков по вот этой нитке. Так. И создаем вот такой рисунок сеточки. Дальше вот смотрите, теперь в эту сторону прикрепляем другую ячейку сеточки, вот к лепестку. Прикрепляете, поворачиваете так, как нужно.
так как удобно работать. И снова делаете несколько витков вокруг вот этого стежка. Параллельно подтягиваете, регулируете натяжение сеточки так, как это необходимо. Да? Скажем так, сейчас я вам по пути расскажу как бы философию этой сеточки. Эта сеточка не для бизнеса, скажем так. Я в рамках эксперимента попробовала использовать швейные нитки. И что я могу сказать? Швейные нитки тонкие, работать с ними сложнее и дольше. Поэтому, если кто-то нацелен на быстрый результат, скажем, это не быстрый результат. Это дольше и более кропотливая работа. Достоинства, какие я вижу. Эта сеточка, скажем так, очень нежная. Очень-очень нежная. Вы знаете, я уже маленький кусочек отпорола, посмотреть, что получается. Она получается очень такой изящной и очень нежной. В результате экспериментов я на образце пошила в 2 нитки, в 2 сложения, 4 сложения. И, в общем, оптимально для себя решила, что толщина сеточки оптимальная для меня будет именно нитка в 3 сложения. Вот смотрите, я дошила до пересечения вот этого вот и перехожу на следующий участок, да. Так, перехожу на следующий участок и шьем. То есть рисунок создания сетки точно такой же. Вот у меня проложена вот здесь скелетная часть, да, большие стежки. Теперь, двигаясь назад, вот в этом направлении, я добавляю маленькие ячейки. Добавляю маленькие. Большие есть, проложили. Теперь заполняем оставшееся пространство маленькими ячейками. То есть вот вы определяете длину ячейки, делая несколько вот таких вот стежков вокруг основной нити. Определили, теперь определяете, куда ее закрепить. Закрепляете где-то здесь и поворачиваете и начинаете делать обвитие уже готового стежка. Первый стежок придерживайте, всегда придерживайте, потому что он, скажем так, еще не закреплен, его нужно зафиксировать пальчиком. И вот таким вот образом, клеточка за клеточкой, вы можете создавать вот эту вот композицию из нерегулярной сеточки иглой. Что я еще хочу сказать? Я надеюсь, что принцип создания сетки вам понятен, поэтому отнимать ваше время и показывать весь процесс не вижу смысла. Я просто надеюсь, что этого достаточно, чтобы вы поняли принцип создания сеточки. Теперь, вот смотрите, прошили немножечко здесь. Вот, наверное, еще немножко. Вот, еще немножко. И, наверное, еще один раз. Вот я сюда хочу прикрепиться. Еще один раз вот сюда. Как-то мне так комфортнее выкладывается. То есть вот эти вот принцип образования ячеек, он совершенно произвольный. И вы это все равно будете делать интуитивно, подбирая рисунок вот этой нерегулярной сеточки. Но вы понимаете, что эту сетку не распустить. Ее можно только вырезать. Ее невозможно распустить. Нитки насколько тонкие, насколько плотно стежки прилегают друг к другу, что эта сетка не распускается. А что я хотела сказать по поводу сетки? Я не изобрела ничего нового. Ничего. Все эти вот стежки наподобие этого или других используются в других видах кружева. Если взять, допустим,
румынское кружево, то там такое количество разных приемов сшивания, что просто голова кругом идет. И почему бы не позаимствовать из такого арсенала какие-нибудь вот для себя идеи. Вот смотрите, прошили немножечко длину ячейки, вот определили здесь около 3 миллиметров и закрепляем в элемент. Вот, закрепили, поворачиваете и снова шьете, снова шьете. Вот уже ниточка у меня почти заканчивается. Уже ниточка почти заканчивается. И я сейчас вам покажу, как закрепить нитку, если нитка закончилась в середине работы. Вот смотрите, все. Мне уже неудобно работать с этой ниткой. Уже совсем неудобно. Но я могу сделать еще один стежок. Так, давайте посмотрим. Вот куда я могу сделать этот стежок, чтобы он был более-менее красивым, да? Я бы хотела вот сюда сделать, но видите, здесь немножечко не то. Ладно, придется вот делать вот сюда. Смотрите, я делаю вот этот вот стежок и давайте вот просто закрепляю ниточку первым стежком. Подтянула и еще один. Так, все. Вот эту нитку с иголки вытянула, бросила. Заправляю следующую нить. Заправляю следующую нить.